Рано или поздно можно столкнуться со стройкой или ремонтом. В такие моменты процесс хочется ускорить и упростить. В этом видео мы расскажем, как это сделать. Вы узнаете о самых продвинутых гаджетах для строительства и ремонта. Мы покажем уникальные наушники Sonetics, технологичную зарядку Bosch и множество других удивительных инструментов для ремонта. А в конце мы расскажем о нашем отечественном изобретении, которое способно радикально изменить жизнь строителей. Итак, приступим. Многие работы на высоте, например, ремонт ветряных турбин или ЛЭП, объединяют повторяющиеся спуски и подъемы. Это большая нагрузка, потому что провода на той же ЛЭП порой висят и на 25-метровой высоте, 12 подъемов и получается практически Эйфелева башня. К счастью, для более безопасной, быстрой и комфортной работы компания Skylotech, которая занимается разработкой решений для защиты от падения, придумала выход из положения. Перед вами лебедка, которая стоит $15 500. На подъемах и спусках аппарат развивает скорость до 24 метров в минуту. При этом зарядки хватает на 200 минут. И это при нагрузке в 100 кг и дистанционном управлении с расстояния около 150 метров. В общем, такой блок – оптимальное решение для работы на высоте. В особенности, если работы много, а специалистов мало. Оборудование сочетает в себе безопасность, функциональность, удобство в использовании, высокий уровень комфорта, ну и, конечно же, не стоит забывать о немецком качестве. А следующий лайфхак пригодится каждому. Ведь даже самый качественно построенный дом когда-то будет нуждаться в ремонте. Ничто не вечно. Растворы высыхают, плитка отваливается, а по стенам идут трещины. Конечно, всегда можно закрыть на это глаза и смириться с фактом, что когда-то дом упадет, но не думаем, что кто-то так сделает. К тому же всегда можно найти решение, как обеспечить безопасность и освежить постройку. Довольно простое решение предлагает компания Tito Solutions. Они предлагают целый ассортимент своеобразных заплаток для построек. Приспособление представляет собой незамысловатую конструкцию в виде металлической пластины с двумя штырями. Применить такое изобретение на практике не составит труда. Вам просто необходимо просверлить отверстия по краям трещины, а затем сделать шов из нескольких таких приспособлений. Количество необходимых пластин зависит от длины трещины, ну и серьезности проблемы в целом. По окончанию работы, при желании, результат можно закрепить специальным раствором. Конечно, подобные заплатки далеко не идеальное решение в случае, если дом действительно разваливается. Однако в качестве временного варианта пластины отлично подойдут. К тому же привлекают цена и простота. А за то время, пока изобретение будет сдерживать процесс разрушения, всегда можно подкопить денег для более серьезных ремонтных работ. Например, для глубокой реконструкции здания или перестройки его отдельных элементов. Кстати, если говорить исключительно о трещинах, то есть еще один довольно простой способ ремонта. Он придется по вкусу многим мастерам, так как не требует особых знаний и умений. В нем используется смесь Repair Concrete для заливки трещин на полу. Перед началом работы следует провести предварительную очистку рабочей поверхности от пыли и мусора. Затем трещина очищается от мусора и посторонних объектов и зачищается. Ну и, наконец, самая простая часть – заливка смеси. С помощью специального шприца внутрь полости заливается жидкий бетон. Если нет шприца, то можно использовать подходящие по размеру трубки. Теперь свежезалитому раствору остается лишь хорошенько застыть. И ровный пол готов. Ну а мы поехали дальше. Фирма Bosch представила новую усовершенствованную версию беспроводной зарядки для дрели. В улучшенном зарядном устройстве находится генератор переменного магнитного поля. В самом аккумуляторе располагается приемник, преобразующий магнитное поле в постоянный ток. Этот ток и заряжает аккумулятор батареи. Происходит это следующим образом. При приближении аккумулятора к зарядке, зарядка распознает аккумулятор. Если это будет какой-то другой предмет, то зарядка не включится. Также стоит отметить, что зарядка оснащена системой Cat-Churchill, благодаря которой устройство сначала проверяет уровень заряда, а затем заряжает его короткими циклами, исключая тем самым перегрузку. А специальная конструкция корпуса, в свою очередь, исключает перегрев аккумулятора. В сравнении с конкурентами, у которых на зарядку батареи до 100% уходит до нескольких часов, чтобы полностью зарядить батарею этой зарядкой, вам понадобится всего 40 минут. Аккумулятор также можно заряжать и в обычной зарядке. Новая система зарядки не требует постоянного отсоединения аккумулятора, что уменьшает износ корпуса. Огромным плюсом является также герметичность зарядки. Это особенно удобно при работе на пыльной стройке. В общем, инструмент всегда готов к работе. Компания Microsoft успевает везде. Одной рукой она покупает Activision Blizzard, другой продает строителям очки смешанной реальности. Впрочем, именно на них мы и остановимся.
Очки, о которых пойдет речь, являются небезызвестными HoloLens. В свое время прибор был раскритикован американскими военными. Однако в этот раз Microsoft постарались. Они взяли за основу очки версии HoloLens 2, дополнили их специальной каской и наушниками, адаптировали к пыльным и шумным зонам и начали продавать под названием Trimble XR10. Более того, официальный сайт Microsoft позиционирует XR10 как первое устройство, созданное в рамках программы индивидуальных версий. И надо сказать, у строителей изобретение пользуется спросом. Еще буквально 10 лет назад 3D-принтеры были технологиями будущего. Однако в наше время стало возможно создавать что угодно, при этом любой формы и из любого материала. 3D-принтер – невероятное оборудование, с помощью которого можно создавать реальные объемные физические изделия. Такая печать открывает уникальные возможности для строительства, которые были бы либо невозможны, либо слишком дороги для реализации с помощью обычных строительных технологий. При этом весь процесс максимально прост. Самая сложная часть – разработать виртуальную трехмерную модель. Однако, когда этот этап пройден, все, что остается сделать – подключить 3D-принтер к компьютеру и отправить созданный шаблон в специальную программу Slicer. Программа сама разрежет вашу модель на слои. Расслоенный объект отправится на принтер, после чего запустится процесс печати. Говорят, время – деньги. И в этом смысле процесс 3D-печати не разочаровывает. Он в разы быстрее традиционного строительства. Естественно, меньшее время, затрачиваемое на стройплощадку, означает, что и оборудование, и рабочие быстрее освободятся и станут доступны для других проектов. Теоретически, это должно вдвое увеличить объем строительства по сравнению с сегодняшними показателями. К тому же там, где обычному строительству требуется целая бригада, которая будет контролировать разгрузку и транспортировку, а также управлять техникой для смешивания материалов перед укладкой, бетонному 3D-принтеру хватит нескольких человек для мониторинга и контроля процесса. Ну и, конечно же, изюминка такого современного оборудования в том, что использовать его можно не только в промышленных целях. Оно также подойдет для бизнеса или даже для домашнего использования. Например, можно самостоятельно создавать предметы интерьера, а также реализовывать собственные уникальные задумки. В идеале можно построить даже дом, студию или любое другое помещение. Но для этого нужны приличные сбережения. Вероятно, это не первый метод быстрого производства плитки, который мы видели. Есть вообще домашний вариант. Залил бетон в форму, и вот вам готовая плитка. Однако, естественно, качество такой плитки не идет ни в какое сравнение с нашим изобретением. King Klinker – польская компания, которая производит плитку для быстрой и комфортной установки. Весь секрет в том, что она напоминает конструктор и очень легко собирается. Также крепления устанавливаются непосредственно в форму перед заливкой. Получается так, что плитка прикручивается к стене сплошным пластом. На видео вы можете увидеть, что на стыках остаются пустые места. Однако можете быть уверены, их не оставят пустыми. Все, что нужно, подобрать к ним деталь по размеру и заполнить пространство. Огромным преимуществом такого материала является тот факт, что вам не нужно резать плитку. Достаточно замерить площадь, указать особенности поверхности, и вам доставят готовый набор конкретно под ваш запрос. Ну а мы двигаемся к следующему, не менее впечатляющему и полезному изобретению. Single Panel – инновационная строительная система и отличная альтернатива традиционным. Основой строительной системы являются панели Elmidio. Они изготовлены из пенополистирола. Панель предварительно изготавливается и непосредственно на месте усиливается двойной оцинкованной стальной сеткой. Процесс проведения работы происходит следующим образом. В самом начале работники заливают фундамент. Затем, согласно проекту, из этих панелей формируют стены, потолок и крышу. Дальше, по предварительной разметке, с помощью промышленного фена формируются каналы под трубы и кабели. После того, как каркас собран, приступают к главному этапу строительства – покрытию панелей бетоном и штукатуркой. На этом этапе формируются идеально ровные стены, устанавливаются окна и двери, и после небольших ремонтных работ дом готов к эксплуатации. На этом ваша работа закончена. Как видите, ничего сложного. Шум – одна из тех вещей, с которой люди борются уже на протяжении долгого времени. К счастью, специалисты изобрели различные способы звукоизоляции помещений, и теперь на спокойную жизнь могут рассчитывать даже те, кто живет рядом с шумными дорогами и трассами. Но как защититься от шума на работе? В особенности, когда работаешь на строительной площадке. Так, например, шум только одной дисковой пилы составляет 90 дБ, а шум от вилочных погрузчиков превышает 100 дБ.
В общем, и до сотрудников, работающих с такими инструментами, не докричаться, да и самому не очень приятно. К счастью, за решение проблемы взялся ведущий мировой поставщик систем связи для сложных условий – американская компания Sonetics. Они изобрели специальные наушники, которые получили сразу несколько интересных фишек. Во-первых, они ограничивают весь поступающий звук планкой 82 дБ. Во-вторых, есть сквозное прослушивание. Не обязательно снимать наушники, чтобы слышать происходящее вокруг. В-третьих, есть раздельная настройка громкости, то есть речь можно сделать погромче, а фоновые звуки потише. Ну и в-четвертых, максимальная дальность работы наушников составляет 488 метров, а поддержка Bluetooth позволяет отвечать на звонки, слушать радио и подключаться к компьютеру. Словом, все проблемы решаются одним гаджетом, и притом относительно недорогим. А это изобретение из рода простых и в то же время гениальных. Дело в том, что швы – одно из самых уязвимых мест в доме, в частности, в плане проникновения воды. Drywall Taper может решить все ваши проблемы. Изобретение представляет собой трубу с продуманной начинкой. При этом там нет ни грамма электроники. Все работает за счет человеческой силы и механизмов, которые работают сообща. По сути, это труба, которая наполняется герметиком. Помимо герметика на трубе крепится моток малярного скотча. Суть технологии заключается в том, что герметик заполняет щели в швах или стыках, а лента закрывает их, тем самым закрепляя герметизацию. Огромный плюс в том, что вся работа происходит почти автоматически. Вам нужно лишь ввести инструмент по стыку, обрезать ленту, ну и, конечно, заполнять инструмент расходниками. Несмотря на свою простоту, такой инструмент пригодится на стройплощадке и сэкономит не один час работы. Ну и завершим нашу подборку отечественным изобретением. Продолжает свой выпуск российский экзоскелет серии ExoHeaver. В представленной версии он поднимает до 60 кг, что значительно снижает нагрузку на рабочего. Им заинтересовались даже в горно-металлургической компании Норникель, ведь экзоскелеты – оптимальный вариант для шахт, в которых просто нет места для обычных погрузчиков. А вот топовая версия Enforcer поднимает уже 80 кг и оснащена не только взрывобезопасными электродвигателями, но и бортовым компьютером, который через датчики отслеживает температуру, загазованность и многие другие параметры рабочей зоны. Стоит отметить, что шахтами и стройками разработка не ограничена. Так, версия экзоскелета Rehab 2 используется и для механотерапии. В общем, вещь полезная. Ну а у нас все. Желаем всем хорошего настроения и до нового выпуска.